day. Спасибо. I'm so really nice to meet you. Спасибо. Alan, I'm so really nice Oh, to meet good to see you. I'm so really nice. Рад вас видеть, спасибо большое. Спасибо. 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 Is it a good day? Сегодня хороший день или как? Yeah. Да. You know, this is the hardest spot to be today. Вы знаете, вот здесь быть тяжелее всего. Because so far, everything that can be said has been said. Потому что все, что можно сказать к этому часу дня, уже, наверное, было сказано. So, who came to the Tony Robbins event? Кто был на Тони Роббинсе, друзья? Raise your hand. Поднимите руку, пожалуйста. Whoa, that's cool. That's Потрясающе, cool. круто. One that's about half. Примерно половина аудитории. So, somebody asked me a question. Мне задали вопрос недавно. They said, when you're traveling around, Когда вы разъезжаете по миру, what's the most exciting thing that ever happened to you? что было самого восхитительного и интересного, что с вами произошло? Well, I've had a lot of different things, but there's one event that stands out. Было разное, честно говоря, но мне вспоминается одно событие. I was staying in the Jakarta Hilton in Indonesia. Помню, как-то я заехал в Хилтон, это было в Индонезии, в Джакарте. I was on the 11th floor. И мой номер находился на 11 этаже. And I've been traveling for about 3 weeks through different Asian countries. Тогда я был в дороге уже примерно 3 недели, это было турне по азиатским странам. And I'd been for 1 week in Malaysia before I went to Indonesia. До Индонезии 1 неделю я пробыл в Малайзии. And I woke up at 3 o'clock in the morning. Я просыпаюсь в 3 часа утра. And I was standing outside my room in the hallway. И понимаю, что в какой-то момент я стою в коридоре, и дверь в мой номер заперта. Now what happened? Что произошло? I got out of bed at 3 in the morning. Я в 3 утра просыпаюсь. And I went to go to the bathroom. Я хотел сходить в туалет. And I opened the door where the bathroom door was positioned in the hotel in Malaysia. Я открываю дверь в туалет там, где она обычно находится в малайзийских отелях. And in this hotel in Indonesia, it was the front door. А в этом отеле в Индонезии это была входная дверь в мой номер. So I opened the door and walked in. Я открываю дверь и, как думаю, захожу в ванную комнату. Out into the hallway of the Jakarta Hilton Hotel. И оказываюсь в коридоре в этом Джакарте в отеле Хилтона ночью. And the door locked behind me. И слышу звук захлопывающейся двери у меня за спиной. Now the reason this is very memorable. Почему эта картинка так осталась у меня в памяти? I did not have any pajamas. Потому что пижамы на мне тогда не было. I was completely naked. Я был в чем мама родила, абсолютно. Now, that's not funny. А чего вы смеетесь? Не смешно вообще. Come over, follow me on. Come over. So imagine this. Представьте себе такую картинку. I suddenly realize I'm standing on the hallway outside my room completely naked. Я внезапно понимаю, что нахожусь в холле отеля абсолютно голый в 3 часа утра. Дверь закрыта. And none of the staff in the hotel speak much English. А в том отеле люди по-английски не очень-то говорили, персонал. So I'm running up and down the hallway trying to find a newspaper or a towel or anything. Поэтому я бегаю по холлу, пытаюсь найти какую-то газету или полотенце, чтобы чем-то прикрыться. But there's nothing. Но там нет абсолютно ничего. So I decided I'd walk down the fire escape stairs to the reception on the ground floor. Мне приходит в голову гениальная идея пройти по пожарной лестнице, спуститься и подойти к ресепшену. I walked 11 floors of the Jakarta Hilton completely naked. Я абсолютно голым прошел таким образом 11 этажей Хилтона. And my heart is pumping. Сердце бешено бьется в груди. So my plan is to get down to reception. План такой: найти ресепшн. And outside the fire escape stair, there's a little booth with some telephones, house phones. И я помню, что там, когда спускаешься по пожарной лестнице, в итоге оказывается будка с телефоном, откуда можно позвонить. So I walked the 11 floors. Поэтому я иду, спускаюсь 11 этажей подряд. I get to the bottom, I open the door. Наконец-то я подхожу туда, на первый And I этаж, walk открываю out. дверь. Я выхожу в эту дверь Into the underground car park. и оказываюсь на подземной парковке. Door closed behind me. И традиционно за мной опять захлопывается дверь. Now I'm naked in the underground car park. Теперь я голый стою уже на парковке. On the front gate of the hotel are 2 guards with machine guns. А там такая система безопасности, на входе в отель стоят 2 парня с автоматами. And I'm crouching behind all the cars like Я this. между машинами ползу и вот так вот пытаюсь пройти куда-то. Now, I could see the reception desk. Я увидел, вот он, стол рецепции стоит там недалеко. So I figure if I can creep through the garden, I can go past the reception desk and get into the house phones. Я думаю так, что я согнусь вот так, там была такая зона, небольшой парк, я пробегу туда и как раз подскочу на ресепшн. Good plan, huh? Хороший план, правда? So I'm crouched down and Я на полусогнутых, я вот там ползу I make a run for it. и начинаю бежать. I successfully get past into the house phones.
Я оббегаю этих охранников и туда, в зону отеля, лобби выбегаю. and nobody's seen me. Никто меня, конечно, не видел. I pick up the house phone, I ring reception. На ресепшене никого нет, я беру звоночек, начинаю в него звонить. I'm going to explain what happened. Я хочу объяснить, что происходит. Woman answers the phone. She said to reception, Я нахожу телефон, звоню туда, и мне отвечают: ресепшн. I said, this is room 1122. Я говорю: здравствуйте, это номер 1122. You are not going to believe the story you're about to hear. Вы не поверите в то, что я вам сейчас расскажу. She says, yes, we believe you, Mr. Pearce. Она говорит: господин Пиз, мы вам поверим. We've been watching you on the house security system. Мы по системе безопасности уже за вами наблюдаем 20 минут. That's a true story. Это совершенно невыдуманная история. Now, I'm going to do a quick survey. А сейчас небольшой обзор, опрос. Raise your hand if you are in business for yourself. Поднимите руку, если у вас свой бизнес. Okay, that's 11,691. 11269 человек. Raise your hands if you're in some sort of sales or selling. Если вы в продажах, продажи любого рода, пожалуйста, поднимите руку. Okay, that's just about everybody. Ну, примерно, практически все из нас. You're probably looking at a set of numbers behind me right now, wondering what this is. Наверное, вы смотрите на эти цифры на экране позади меня и думаете, что это такое. Now, you've had a lot of speakers today, so I'm going to give you a hard punch really fast on this. Сегодня было много спикеров, поэтому я буду говорить коротко и по делу. Let me give you a bit of historical background. Позвольте пару слов сначала рассказать о себе. When I was a small kid, Когда я был еще маленьким, I come from a small country town in southern Australia. я переезжаю с маленького городишки на юг Австралии, Population 802 people. население которого составляло 800 человек. And my father was the insurance salesman for the Eagle Star Insurance Company. Мой отец был страховым агентом и занимался страховками в Eagle Star в компании. So his job was to go out every week and collect the premiums for people's policies. Ну, соответственно, ее задача продавать страховки и получать за это премии. Because back in the 1950s, that's how they collected the premiums. The salesman went and got the premiums. Потому что тогда, соответственно, страховые премии собирались именно таким образом. Человек, специалист по страхованию, общается с людьми и на месте у них при заключении договора их собирает. But this was also how they prospected for new business. Но также и было направление поиска новых объемов бизнеса. And so he'd go out a lot at night and on the weekends because that's when people were home, where he could meet the neighbours, meet the family. Как правило, он искал клиентов вечерами, в выходные дни, потому что, естественно, люди собираются дома, у них отпуск, их можно найти там. And several times a week he took me with him. Несколько дней в неделю он брал меня с собой. Because the people answering the door were usually women. Обычно женщины открывали дверь, если стучишь в дверь. And here's a handsome guy come to collect the premiums. И он, приятный собой человек, он пришел, чтобы получить премию от клиента. And so they wouldn't let him in. Потому что он был вот таким человеком презентабельной внешности. But if you've got a small kid with you, they invite you in. Но можно мужчину не пустить в дом, но если с мужчиной оказался маленький ребенок, то вы больше расположены и пускаете его в дом. And that gave him the opportunity to prospect and sell more insurance. Это давало ему возможности находить больше клиентов, соответственно, продавать больше страховок. And if they wouldn't invite him in, he'd say things like, could Alan have a glass of water, please? Could he use the toilet, please? Если по какой-то причине нас не пускали в дом, то он говорил: а можно моему мальчику пописать или попить водички? So instead of doing homework at home, И вместо того, чтобы дома сидеть и делать домашнюю работу, I'd spend my nights and weekends я вечерами в основном и в вечернее время и в выходные дни, drinking water как правило, пил, and peeing in rooms И затем- all over Victoria. писал по всему штату Виктория в Австралии. So I was like a sales tool. То есть я был некий такой инструмент, болванка для продаж. But I got to sit and watch my father negotiating for insurance. Я сижу и смотрю, как мой папа ведет переговоры о заключении страхового договора. And I learned techniques of opening, closing, selling, handling objections Я изучаю технику открытия, закрытия, продаж, работы с возражениями. when I was this high. Когда я был вот такого роста. And at night times, we would sometimes listen to records that he would play. Иногда вечерами мы слушали записи, которые он любил слушать. And these were by American speakers like Dale Carnegie. Это были американские спикеры Дейл Карнеги, And they were teaching sales techniques. которые обучали людей техникам продаж. So it was a natural transmission to me when I was 11 years of age to go into direct selling. Поэтому было вполне естественно, что в возрасте 11 лет я занялся прямыми продажами. And so my first selling job was selling rubber sponges. Первая работа была такая: я продавал губки для мытья. Now this is in the day when nobody had a rubber sponge. They would wash their cars or their windows with a rag.
А тогда губок у людей не было, потому что люди мыли окна или машины обычной тряпкой, брали тряпку и протирали. So I would go to the local car upholsterer where they have all this rubber that was left over from the seats making chairs. Я приходил куда-нибудь в какой-нибудь дилерский центр, скорее всего, в автомастерскую, где оставались, знаете, старые вот резина в сиденьях, которая использовалась And автомобильных. I would cut it into squares Я of this нарезал size, вот эту мягкую прокладку в старых сиденьях автомобилей на квадраты, and I would go door to door selling these sponges for 20 cents. ходил от двери до двери, продавая эти губки по 20 центов за штуку. Now, whatever business you're in, Неважно, в каком вы бизнесе. there is a set of statistics, a law of numbers that applies to you in your business right now. Есть определенная статистика, ключевые цифры, которые применимы к вашему бизнесу здесь и сейчас. Now, if you're in some form of direct sales, you probably understand how this works. Если вы в прямых продажах, то, вероятно, вы понимаете, как все это работает. It doesn't mean you necessarily use it, Не обязательно вы при этом используете эту механику. but most people don't realize that every product or service has a set of numbers attached to it. Но, в принципе, не так много людей понимают, что есть определенные цифры, численные показатели, которые привязаны к каждому бизнесу. And so the secret to making lots of money in any business И секрет зарабатывания приличных денег в любом бизнесе is to work out what your numbers are. заключается в том, чтобы следить за этими ключевыми цифрами. Now, when I was knocking on doors selling rubber sponges, Когда я ходил от двери до двери, стучал в двери, продавал свои губки, I had a 3-minute sales presentation. то моя торговая презентация была обычно 3 минуты. I dipped the sponge in the water Я губку and I'd wash a window. помещаю в воду и начинаю мыть перед лицом изумленного клиента окно. And I learned from my dad И тогда я научился у папы, to keep statistics of every single action I did with the rubber sponges. что нужно вести статистику абсолютно по всем действиям, которые я совершал со своей губкой. So when I was 11 years of age, Мне исполняется 11 лет. these were my numbers. Вот это были мои цифры в бизнесе. 10, 7, 4, 2. 10, 7, 4, 2. Now this meant that for every 10 doors that I knocked on after school, То есть на каждые 10 дверей, в которые я стучался после школы, only 7 would open. только 7 дверей открывалось. Because the other 3, they either weren't home or they wouldn't come to the door. В остальных случаях либо людей не было дома, либо они не хотели открывать мне двери. So I knock on 10 doors, I see 7 people. Я стучу в 10 дверей, из них вижу 7 человек. Now of the 7 people, Дальше 7 человек. only 4 would let me give my presentation. Из них только 4 были готовы меня выслушивать. The rest would say, go away, kid, or beat it. Остальные говорили, да, уберись отсюда, иди отсюда, малыш, мы тебя не хотим слушать. And 2 people said yes and bought a rubber sponge. И 2 человека затем говорили да и покупали губку. They paid 20 cents each, Оплачивали 20 центов за штуку. so I got 40 cents. Так что у меня падало в руку 40 центов. Now, as a little kid, И вот такой, будучи еще мальчишкой, that was a lot of money. для меня это были большие деньги. Now, once I worked this out, И когда я стал задумываться о том, что я делаю, every 10 times my knuckles hit the door, каждый раз, когда костяшками своих пальцев я стучу по двери, for every 10 knocks, на каждые 10 таких стуков, how much would I get? сколько я получаю? 40 cents. 40 центов. So once I figured this out, Когда я разобрался в этой своей системе, I doubled and tripled my activity. я удвоил и утроил свои действия, активность. Because it meant every time my knuckles hit a door, Потому что каждый раз, когда своими пальчиками я стучался по чьей-то двери, бум-бум, I got 4 cents. мне падало этих 40 центов в руку. 4 цента, простите, за один стук. It didn't matter whether the door opened or not. Неважно, конкретная дверь открывалась или нет. It didn't matter whether they said yes or no. Неважно, говорили ли мне да или нет. In fact, it really didn't even matter whether they bought a rubber sponge, did it? Более того, даже не имело значения, купит ли конкретный человек губку у меня или нет. And this motivated me to sell like crazy. Это был мой мотиватор продавать как бешеный. And that basic principle of that law has kept me going in all the businesses that I now run. Этот базовый принцип работы с числами перешел во все свои бизнесы, которыми я занимался и занимаюсь. I run 5 completely unrelated businesses. У меня 5 совершенно разных, не связанных друг с другом бизнесов. I have a book business. Один книжный, издательство.
We've sold over 30 million books in every language. Мы на всех языках продаем примерно тиражом 30 миллионов экземпляров книги. I have a rock and roll business, У меня даже рок-н-ролльный бизнес есть. and we record rock bands, famous rock bands. Мы записываем рок-группы, очень известные в этой студии. We got all the business from The Voice in Australia. А есть шоу «Голос», австралийская версия. So that's an unrelated business. То есть один бизнес не связан с другим. I have a large real estate development business. У меня есть девелоперская компания в сфере недвижимости. And we have the seminar, the speaking business. И бизнес, связанный с выступлениями и семинарами. And each one of those businesses has a law of numbers that I know about. И у каждого из этих бизнесов есть определенные цифры, которые я хорошо знаю. Now, did you know that making millions of dollars is not very difficult? Вы знаете, что заработать миллионы долларов не так уж и сложно. In fact, making a lot of money, becoming rich is quite easy when you know what to do. И, кстати, разбогатеть, стать богатым достаточно легко, когда знаешь, что делать. Actually, staying rich is really difficult. Вот сохранить богатство намного сложнее. I made my first $1 million by age 31. Я в 31-м, когда мне было 31 год, я познакомился со своим первым миллионом долларов. I made my first $100 million by age 50. К возрасту 50 лет заработал первые 100 миллионов долларов. And what you're seeing here is the basis of how you can do this. И то, что вы видите сейчас, это базис, на котором можно строить эту работу. So once I figured out, every time my knuckles hit the door, I get 4 cents. Когда я понял, что за каждую дверь я получаю 4 цента, I didn't care whether the door opened or not. мне стало все равно, откроется эта дверь или нет. If someone said, "Beat it, kid," I didn't care. Если кто-то говорил «исчезни отсюда», меня это уже не волновало. In fact, I was excited. Более того, я даже стал радоваться этому. And when you think about it, of my presentations, Если задуматься о моих презентациях коммерческих, 50% were failures то 50% из них были полным крахом, because only 2 out of 4 said yes. потому что только 2 говорили «да». But see, that it didn't matter Но это уже не имело значения, because the law of averages in your product or service, потому что закон усредненных величин по твоему продукту или услуге that's what keeps you sane and keeps you motivated. вот что помогает тебе сохранять мотивацию и ментальное здоровье. But when I was a teenager at 17 years of age, I said to my dad, И затем я немножко подрос, я был все еще подростком, я сказал папе: "Can I apply this to dating girls?" а можно ли применить эту ситуацию к свиданиям с девушками? He said, "Well, I haven't heard of it before, but there's no reason why that wouldn't work as well." Он говорит: ты знаешь, я раньше ни о чем таком не слышал, но нет никакой причины, почему в принципе это не может сработать. So I started keeping all my statistics. Я начал вести статистику личной жизни. Now, whatever business you're in, this is what I'm going to ask you to do, is to keep statistics on every single activity you do in your business. Вне зависимости от того, в каком вы бизнесе, я прошу вас вести статистику по всем активностям, которые в этом бизнесе совершаются. So I would go to a discotheque, or I'd go to a dance, or I couldn't go to a bar because I wasn't old enough, but I'd go to where girls were. Вот я прихожу на дискотеку, на танцпол, в бар меня не пускали, потому что возраст был неподходящим. Ну, там, где были девушки. And I would approach them and use really corny lines. Я подхожу к девушке и пытаюсь произнести что-то такое, знаете, сентиментально слащавое. Like, Вроде: "Hey, honey, привет, дорогуша, do you believe in love at first sight?" ты веришь в любовь с первого взгляда? Or you don't? Или не веришь? Or I'll go outside and I'll come in again so Давай you я can сейчас do it. отойду, подойду к тебе снова, ты сделаешь другое лицо и дашь мне другой ответ. Or I say things like, Или что-нибудь вроде: "I'm here, darling. привет, я здесь. What are your other 2 wishes?" Какие у тебя еще 2 нереализованных желания? Like really, really corny stuff, right? Ну, то есть Really corny это даже stuff. звучит как-то, да, как-то вообще слащаво. But here's the point. Но вот к чему я клоню. Did it really matter what the lines were that I was using? Неважно было, какую вот эту фразу для подката я использовал. No, I was doing this. Я делал вот это. And for every 10 girls that I used those lines on in a discotheque or at a party, На каждые 10 девушек, которым я подкатывал на вечеринке, на танцполе, где-то еще: where I said, "Well, can I take you for a milkshake? Can I take you for coffee?" привет, давай выпьем кофе, давай выпьем милкшейк, что-нибудь такое. 4 said yes. 4 говорили «да». And of those 4 that I took for a milkshake or for a coffee, and sometimes I'd take them to a dance, Из тех 4, с которыми мы пили кофе или молочный коктейль и иногда танцевали, I got to kiss 3. я целовал 3 девушек. And of the 3, И из этих 3 one was even friendlier. одна была еще более дружелюбной по отношению ко мне, чем остальные. Now here's my question. А теперь вопрос. What's the most important number here?
Из этих цифр, какая цифра самая важная? Who thinks 1 is the most Кто important думает, number? цифра номер один? Один самая важная. Who thinks 4 is the most Кто important думает, number? 4 самая важная? Who thinks 3? Кто думает, 3? Who goes for 10? Кто ставит на 10? Yes, Да. yes, 10 is the most important 10 number. самая важная цифра. You see, most guys were looking for the 1. Большинство парней, они ищут They're looking for the- единственную одну какую-то. And you find this in love. People are looking for the perfect 1. И часто в личных отношениях люди ищут кого-то идеального, совершенного, единственного. But you don't know where the 1 is. Но мы никогда не понимаем, где он или она единственный находится. If you approach 10, Если обращаешься к 10 you'll людям, finish up with the 1. в итоге у тебя остается кто-то один. You knock on 10 doors, Стучишь в 10 дверей, and the 1 will appear. и появляется кто-то один. Now, I saw a wonderful survey this week. It came out of a university in the UK. Я познакомился с одним исследованием, которое свежее, буквально вышло на этой неделе, проведено британским университетом. Now, a few years ago, I wrote a best-selling book called Why Men Want Sex, Women Need Love. И я написал книгу какое-то время назад «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви». This was a book about how the brain responds to love, sex, and romance. Это книга о том, как работает наш мозг в ситуациях любви, романтических отношений и так далее. And it was definitely a bestseller here in Russia. И я знаю, что в России она стала бестселлером. Yeah, it was a big bestseller here. Это был очень большой бестселлер. And one of the things we looked at in that book, И в рамках этой книги я говорил вот о чем. if you're looking for the perfect partner in your life, Если ищешь идеального спутника жизни, how many doors do you have to knock on to find one? то в какое количество дверей нужно постучать, чтобы его или ее найти? Now most people, especially women, are led by the idea of finding the perfect guy. Большинство людей, особенно, наверное, это касается девушек, они пытаются найти того самого идеального парня. The perfect one. Вот он единственный и неповторимый. So we did a universal study on people. Поэтому мы провели очень масштабное глобальное исследование о We, людях. we looked at all populations in the world. Посмотрели на все сегменты населения в мире, We subtracted all the people in jails. затем вычли из этой выборки тех людей, которые сидят в тюрьме, We subtracted all the third world country people. а людей, которые живут в странах третьего мира, We took out children and babies. по детей, конечно же, So our final number was people that could be a possible mate for you. и оставили только ту выборку, те люди, которые могут быть для тебя идеальным спутником жизни. In fact, what I wanted to discover, how do you find your perfect mate? И цель была такая, как найти вот того или ту самую единственную, которая для меня будет идеальным человеком. Because your perfect mate has 10 criteria. Потому что ведь это идеальный человек, идеальное совпадение должно соответствовать 10 критериям. Now, 5 of these criteria are physical. 5 из них носят физический характер. You've got to know what they look like, their hair, their face, their clothing, their body. Как выглядит этот человек, цвет волос, осанка, не знаю, одежда и все остальное. Because, first of all, they've got to be pleasing to you. Потому что, ну, конечно, фактор внешнего физического влечения, притяжения должен, конечно, присутствовать. And secondly, you need to be able to identify one. И второе, нужно как-то себя идентифицировать с этим человеком. And the other 5 things they had were 5 core values. И вторая пятерка критериев – это базовые ценности. That is, they see life's basic values the same way that you do. То есть мой спутник жизни, идеальный, смотрит на жизнь примерно так же, как на нее смотрю я. Because core values are what keep people together after the first 3 to 9 months of a new relationship. Потому что когда случаются новые отношения, проходит 3, 6, 9 месяцев, именно вот эти фундаментальные ценности удерживают людей вместе. And you know how people are talking about finding that perfect one person? И вы знаете, как люди говорят о том, чтобы найти того самого идеального партнера. Well, right now in the world, Прямо сейчас, сегодня в мире, for everybody in this room, если мы сейчас возьмем всех нас, кто присутствует there здесь, are 1.562 million perfect matches for you. есть 1 миллион 562 или 3 тысячи людей, которые по всем параметрам подходят лично тебе идеально. There are more than 1.5 million for you right now that you would be thrilled to live your life with. Сейчас есть более 1,5 миллиона людей, с любым из которых ты проживешь идеальную жизнь. Problem is you don't know who they are, where they are. А вероятно, мы даже не понимаем, а кто эти люди и где они находятся. And they don't know where you are. That's the problem, right? И эти 1,5 миллиона не знают, где находишься ты. Now, when it comes to finding a perfect partner using statistics, Но когда дело касается того, чтобы найти идеального партнера, используя статистику, if you did nothing in activity, if you knocked on no doors, если бы мы ничего не делали, никаких действий не предпринимали, ни в какие двери не стучали, what is the statistical chance that you would find a perfect partner if you did nothing? You just went to work and stayed at home.
Какой по статистике шанс, вероятность того, что мы найдем идеального спутника жизни, ничего не делая? Я просто сижу дома и езжу на работу. Well, a new study in England last week showed this. Британское исследование говорит вот что. If you do nothing, your Если мы- chances of finding a perfect partner Ничего не предпринимаем, то вероятность найти идеального спутника жизни is 1 in 562. 1 на 562. It's too much. Ну, слишком много. Now, if you're a bit more attractive, I've got a nice red sports car, maybe the odds would be a bit better. Ну, конечно, если вы очень привлекательный человек, у вас есть спортивная машина, наверное, тут соотношение будет больше в вашу пользу. But you'll agree they're pretty tough odds, right? Но вы согласитесь, что статистика пока не очень. So what can you do to increase the odds? Что можно предпринять для того, чтобы эту вероятность And that's what повысить this в свою пользу? study did. И вот чем занимались ученые. You want to know some of these? Вы хотите узнать, как они поработали? If you go to the gym and talk to people in the gym, Если мы ходим в спортзал, и там мы общаемся с народом, you don't just go, you talk to people in the gym, я не просто там качаюсь, я подхожу к людям, знакомлюсь и пытаюсь с ними вести диалог. you increase your chances 15%. Я повышаю свои шансы на 15%. If you go to drinks after work, someone invites you to after work drinks and you go, Если после работы кто-то приглашает меня куда-нибудь заехать и выпить, то тогда мои шансы повышаются 16% better. на 16%. If you try online dating, Онлайн-свидание, дейтинг, если я это пытаюсь сделать, it increases your chances by 17%. то шансы повышаются на 17%. Most people think it's a bigger number, but it's only 17%. Большинство думают, о, онлайн-свидание, там шанс гораздо выше. Нет, только 17%. If you join a club where people have the same hobbies as you, Если вы вступаете в какой-то клуб, где у людей те же самые хобби и интересы, что и у вас, that gives you another 11% greater chance. то вы добавляете к своим шансам еще 11%. If you go on a blind date organized by your friends, Если на слепое свидание идете, которое организовано вашими друзьями и подругами, 4%. 4% добавляем. And if your family members arrange a date for you, 1%. А если семья и родственники организовали свидание, то там только 1%. Now, if you do all these things, Если мы все это задействовали, your chances of finding the perfect partner то шанс того, что мы найдем идеального партнера, is around 3 out of 10. примерно 3 из 10, 3 на 10. Better than this number, right? Лучше, чем эта цифра, определенно. Now, when I was a teenager, Когда я был подростком, I got a job selling pots and pans. тогда я помню, что у меня была еще одна работа. Я продавал всякие кухонные принадлежности, кастрюли и так далее. And I was making appointments by telephone. Тогда я уже договаривался с клиентами по телефону. This was my ratio within 30 days. Вот такой был мой коэффициент или соотношение за 30 дней But работы. every 10 people who agreed to see me when I called them, На каждые 10 клиентов, которые были готовы пообщаться со мной на тему продаж, I only got to see 6 я в итоге встречался только с 6. because the others didn't turn up. Другие просто не приходили на встречу. Of the 6 that I saw, Из 6, с которыми я общался, I could only present my story to 4 я мог свою историю рассказать только 4. because the other 2 we didn't connect or things weren't, I couldn't get started or finished. Потому что с остальными 2 что-то не так шло, контакта не было, я не мог либо начать, либо закончить свою презентацию. And out of the 4, 2 said yes. Из 4 2 говорили «да». Now, with that ratio, Вот этот коэффициент I became the king of pots and pans in the southern hemisphere. позволил мне стать королем сковородок и кастрюль в южном полушарии I земного sold шара. more pots and pans than anybody. Я видел больше кастрюль и сковородок, чем любой человек на планете. Yet there were better salesmen than me. Да, были продавцы, которые были лучше There were меня. better closers of sales and handling objections than Были me. люди, которые лучше работали с возражениями, лучше закрывали клиента. But I got the prizes and I got the money. Но я получал приз, я получал деньги. What's the most important number? Какая цифра самая важная? 10. 10. Now, I made so much money, I bought my first home and land by the age of 17. Я стал настолько успешным, что в возрасте 17 лет купил себе дом и землю. And then I went into big time selling. И затем начал работать в продажах уже по-крупному. I went into the life insurance Я business. стал заниматься страхованием жизни. And within 60 days, my numbers were 5, 4, 3, 1. И за 60 дней этого бизнеса вот такая раскладка получилась. 5, 4, 3, 1. Now, this meant Это означало, that for every 5 people who said yes что на каждые 5 человек, которые сказали мне «да» on the telephone, по телефону, yes meaning, «да» в том смысле, yes, Alan, I will listen to you for an agreed amount of time. что «да, Аллан, я готова вас послушать вот в такое количество времени». Now, they also said things like, look, I'm not interested, Конечно, мне говорили также, знаете, мне неинтересно, I can't afford it, я не могу себе это позволить, I don't want any, мне ничего не надо, I've got plenty, у меня уже много, I got a friend in the business. у меня друг в этом бизнесе, он все понимает. Does this sound familiar to some of you? Знакомо звучит, правда?
They said all those things to me, Все это я слышал в свой адрес, but I still insisted I wanted to see them to show them this idea. но все-таки я настаивал, давайте встретимся, я хочу показать вам, как это работает. That every 5 times someone said yes to that, И на каждые 5 ответов «да, давайте встретимся», when I went to see them, 1 out of 5 did not show up. когда я ехал на встречу, 1 из 5 не приезжал. I only saw 4. Поэтому я общался только с 4 Of the 4, из них, из 4. I couldn't successfully complete my story, so I only presented my story to 3. С 3 мне не удавалось успешно завершить презентацию или подвести клиента к успешному решению. And of the 3, 1 said yes. Из этих 3 оставшихся 1 говорил «да». So my statistics were 5, 4, 3, 1. Поэтому такая статистика 5, 4, 3, 1. Synergy SMM Форум. 15-16 октября. Москва. Вегас Сити Холл. Предельная концентрация опыта по продвижению в социальных сетях от ведущих российских и зарубежных экспертов. 20 спикеров форума, мировых специалистов в сфере диджитал-маркетинга, системное знание об SMM, которое поможет привлечь тысячи новых клиентов. Успейте купить билеты, пока они есть в наличии. Подробности на synergysmmforum.ru. Now, here's what happens in most businesses. Вот что происходит в большинстве компаний. First, most businesses do not know what statistics apply to their products or their people. Первое. Часто в компаниях люди не понимают, какая статистика применима к процессу и к людям в But компании. every person in this room, И каждый из нас, присутствующих здесь, every business in the world, каждый бизнес в этом мире has a set of statistics that will continue to repeat itself if nothing changes. должен вести такую статистику, которая повторяется, если ничего не меняется. And mine for this were 5, 4, 3, 1. И в моем случае это было, как видите, 5, 4, 3, 1. So if whatever your product, service or idea is, if you had 5 interviews to see somebody tomorrow to show and tell them about it and hope they'd say yes, В чем бы ни заключался ваш бизнес, продукт или услуга, если завтра вы будете общаться с 5 клиентами, рассказывать о своем торговом предложении, бизнесе и так далее, statistically, would you have a good day tomorrow? по статистике, завтра будет хороший день или не очень? Well, yeah, you would, yeah. Да. Yeah, 5 people expecting you to come. То есть 5 человек ожидают, что вы с ними пообщаетесь. So let's assume that you go to the first appointment tomorrow morning, 9 o'clock. Предположим, что завтра у нас первая встреча с клиентом в 9 утра. And they say, look, I'm sorry, he's not here, he didn't come to work today. И я слышу: ой, извините, человека нет, он сегодня не пришел в офис или на работу. So you were all excited that this person might say yes to you, А мы уже настроили, что этот клиент может сказать нам «да». and they're not there. А клиента нету. So suddenly that razor-sharp edge is gone, hasn't it? И внезапно вот этот боевой настрой, который у нас был с самого утра, он немножко так улетучивается. But it's okay, because you've still got 4 more to go. Но это нормально, потому что у нас осталось еще 4 человека. So now you go and see the next guy who's in a business, and you see him at 11 o'clock. Затем следующая встреча, предположим, в 11:00. And you turn up and they say, look, I'm sorry, I had to catch a plane out of town. She's not here. И вдруг мы пытаемся найти человека, нам говорит: ой, извините, пожалуйста, у нее срочная встреча, она улетела только что. How are you feeling now? Сейчас какие эмоции? You're thinking, damn, that's 2. Черт, что такое? Well, you go to the next one at 2 o'clock, Затем следующая встреча, 14:00. and they say, look, I'm sorry, look, he's too busy, he won't see you. Извините, пожалуйста, но сейчас вот он слишком занят, он не сможет с вами поговорить. Damn. Блин. So now you go to see the next guy at 5 o'clock. The guy says, come and see me when business closes. I'll give you a bit of time to hear about your idea. Следующая, где-нибудь 17:00. Хорошо, давайте я вот закончу рабочий день, немножечко вас послушаю, что у вас там за идеи. So you turn up at 5 o'clock, Мы приходим в 17:00. and he's gone home early. А человек решил пораньше уехать домой. So now you're thinking, И теперь double damn. Double damn. двойной черт. So you hang around to the 7 o'clock appointment that night. Поэтому я думаю, ну, может быть, в 19:00 встреча You состоится. hope that these people are going to say yes to you. Надеюсь, что я наконец услышу. And when хотя you бы knock одно on «да». their front door, Я стучу в дверь, a woman answers and said they've gone to the movies. и женщина открывает дверь и говорит: а вот нет людей, они в кино пошли. Now you started the day excited that you might have 5 chances of getting a yes to yourself. Мы начали день на эйфории, то, что у нас 5 шансов вероятности того, что мы услышим «да». Okay, so how are you feeling now at 7 o'clock at night? А сейчас 19:00 время. Как вы себя чувствуете, друзья? Like you're feeling, like you're going to cut your wrists Ну, хочется просто вены себе порезать чем-нибудь. or become management. Или пойти в менеджмент. Now, when you understand how numbers work, Когда понимаешь, как работают эти цифры, and it takes around 30 days for an average to appear for you and your product, your ideas, your service, whatever you've got.
И нужно примерно 30 дней для того, чтобы вывести вот тот самый усредненный показатель по идее, продукту, бизнесу или что там у вас есть. And as long as nothing changes in your business, in your style, in your economy, in your country, the numbers will repeat themselves over and over. И при условии, что ничего радикально во внешней среде, в стране, в бизнесе, в экономике и так далее не меняется, мы будем получать примерно ту же самую раскладку по цифрам. But when you understand numbers, you have a completely different approach to this. Но, поднимая цифры, мы совершенно по-другому подходим к нашему делу. Now see, in my case, В моем случае, I did this every day. я высчитывал свои показатели каждый день. So 5 people are expecting me to come tomorrow. Итак, у меня 5 клиентов, с которыми я пообщаюсь завтра. I go for the first one. Я прихожу к первому. I got 5, I got 5. У меня 5,5. And they didn't come in. А человек не пришел на встречу. Where the other guy got depressed about this, Пока другие мои парни в офисе, они впадали в депрессию по этому поводу, I say, я говорил, yes! да! You see, I planned for 1 in 5 not to be there. Я его, того, который не пришел, уже запланировал и знал, что он не придет. I know 1 in 5 won't be there. Я знаю, что 1 из 5 точно не придет. And it's the first one, good. И хорошо, что он первым из этих 5 не пришел. Отличный день. I got it out of the way. Все, я с ним разобрался, давайте дальше. So now I go to the next one at Я 10 иду к o'clock. следующему. В 10:00 у меня встреча со вторым. Sorry, they're sick. They won't see you. Извините, человек заболел, встреча невозможна. Yes! That's the 1 in 5 that will not turn up tomorrow. Это тот 1 из 5, который завтра не придет. You see, it's an average. It's an average. У меня уже пошла усредненка, цифры начинают проявляться. Now I go to the midday appointment. Теперь у меня днем, посреди обеда там встреча. I'm sorry, no, they're not here. They've gone away. Извините, нету, исчез, пропал, никогда не будет. Да, ура, какое счастье, какая победа. That's Wednesday's 1 in 5 that wouldn't turn up. Это в среду вот тот 1 из 5, который не пришел. Because see, at the end of the month, Потому что по итогам месяца it's a statistical average that will work out. срабатывает именно статистическая усредненная величина и показатель. The guy at 3 o'clock doesn't turn up, В 3 часа человек не пришел, won't see me. да, нет, не пришел, нету. Wonderful. That's Великолепно. Thursday's 1 in 5. Это на четверг у меня 1 из 5. And the people at night I go to see, I drove all the way across town to see them, and they're gone to the movies. И вот ездишь по всему городу, да, кто-то мне That's говорит, я поехал, Friday's 1 out of 5. кому-то еще человек пошел в кино. Это мой пятничный 1 из 5, который не придет. I по have моему had a big усреднению. day. То есть у меня I've had a был successful one. шикарный и очень успешный день. Does that make sense? Вы со мной понимаете? This is an average. Это усредненная величина. Now, the averages will tell you what you need to do to be more successful, to make more business and more money. И этот показатель помогает нам понять, что нужно сделать, чтобы стать более успешным и заработать больше денег. You see, this average Вот такая средняя величина. tells me if I improve my quality of prospects, more people will turn up. Она говорит мне о том, что если улучшу свое количество поиска и работы с потенциальными клиентами, то тогда у меня цифра увеличится The первая. 4-3 ratio tells me if I'm better at positioning myself in a business with someone, I'll get a better result. Соотношение 4:3 говорит, что если я лучше, например, этим летом буду позиционировать себя в бизнесе, дела пойдут лучше. And the 1 in 3 tells me if I learn to close sales better and stronger, I'll get a better result. 1:3 соотношение показывает мне, что если я научусь лучше продавать, вести презентацию, закрывать сделку, тогда и продажи у меня вырастут. Now, using this ratio, Используя такие коэффициенты, I qualified at age 20 for the $1 million round table in America. я в 20 лет в Америке получил доступ к так называемому клубу миллионеров, круглый стол миллионеров. I sold $1.3 million worth of life insurance premium. Я продал страховки в премиях, получил на 1,3 миллиона долларов. And that was a huge amount of money. Это была огромная сумма денег. And I remember sitting backstage with a guy who was a speaker on a program with me. Помню, там была программа, там был спикер, и мы с парнем сидели за сценой. Because see, in my second year, I sold $3.2 million worth of insurance. Дело в том, что я на второй год работы продал страховки на 3,2 миллиона долларов. And I was a speaker on a program like this, И тогда я стал спикером на одной из программ, которая похожа на нашу сегодня. talking about how to sell. Я говорил о том, как нужно продавать. And I sold $3.2 million that year. Итак, у меня тогда было продаж на 3,2 миллиона. And there was another speaker backstage with me. He sold $1.1 million. Был еще один парень на бэкстейдж со мной, он продал на 1,2 миллиона. And he said to me, how do you sell 3 times as much as me? Он говорит, как тебе удалось продать в 3 раза больше, чем мне? I said, well, let's look at your statistics, your averages. Я говорю, давай посмотрим на твои средние величины, на твою статистику. I was selling 1 out of 3 people I got to present to. Когда я делал презентацию, то я закрывал, продавал одному клиенту из 3. Now remember, I had to eyeball 4 people to present the 3 to sell the 1. Ну и помните, да, чтобы с 3 пообщаться, нужно было с 4
4 поговорить, 3 говорили, да, мы послушаем твою презентацию, 1 покупал. And I had to have 5 people expecting me to come to see the 4 to present the 3 to sell the 1. Но нужно было договориться с 5 о встрече, чтобы потом с 4 встретиться, 3 послушали, 1 купил. So we did this guy's numbers. Поэтому мы с ним пробежались по его цифрам. And I was closing 1 in 3 sales. И получается, что я из 3 переговоров закрывал 1 сделку. This guy was closing 2 in 3 sales. А он из 3 переговоров с клиентом закрывал 2 сделки. Who's a better salesman? Кто был лучшим продавцом, я или он? This guy. Конечно, он. But he was seeing 5 people in a week. Но он в неделю общался с 5 клиентами. I did it every day. А я делал это каждый день. So I decided that everybody sells $1 million in insurance. Поэтому я принял решение, что вообще-то каждый может Everybody продать does. на $1 миллион. Абсолютно каждый из нас. It just takes some people longer than others to do it. It's a timing problem, not a selling problem. Просто кому-то нужно будет больше времени на это. Это вопрос времени, а не вопрос, умеет ли он умеет продавать. Now, one of the questions that comes out of understanding averages, И когда работаешь со средними величинами, возникает один вопрос. because a set of numbers applies to everything in your life, everything in your business. Потому что эта комбинация цифр применима ко всему, и в жизни, и в бизнесе. You've just got to work out what those numbers are. Нужно лишь поработать с этими цифрами и понять их. It means from today, keep statistics of every action you take with your product, service, or idea. Who you saw, who said yes, who said no, who didn't show up, who did, and keep statistics. Это означает, что с сегодняшнего дня мы ведем полную подробную статистику по всем аспектам нашего бизнеса, продукта, идей, с кем поговорили, сколько клиентов, кто пришел, кто не пришел, кто выслушал, кто не выслушал и так далее. Абсолютно все. And I often get asked the question, why does the law of averages work? И часто меня спрашивают, а почему работает этот усредненный показатель? Well, no one knows. Никто не знает. We don't know. Мы не понимаем. Who cares? И нам все равно. We know it works. Мы знаем, что это работает. So if your economy of Russia gets depressed, Если экономика в России сейчас на спаде, it just changes the numbers. то это просто меняет конфигурацию этих цифр. If you become better at presenting yourself, it just closes the numbers. Если мы лучше презентуем продукт или себя или услугу, тогда мы просто опять же сжимаем вот этот цифровой континуум. And that set of numbers will repeat itself over and over if nothing else changes. Но числовые показатели будут повторяться при условии, что основные внешние факторы не меняются. So we don't really know how it works. It's one of those laws of life that just works. Поэтому мы, по сути, не очень понимаем, как это работает. Один из тех самых законов жизни, который просто работает. And when people try to analyze the results, И когда люди пытаются анализировать результаты, they try and analyze why does this all work. что это, как все это работает. So they get a committee and they start to analyze the apple tree where all the apples are growing. They look at the soil. Вот собрали какой-то комитет. Давайте посмотрим, как сделать так, чтобы яблони приносило dig больше around яблок. the Давайте roots. мы копнем корни, там поизучим анализ почвы или что-нибудь They're еще. trying to work out why does this work. Ученые пытаются понять, как сделать так, чтобы яблоня плодоносила больше. Don't join that group. Не надо быть в этой группе экспертов, которые копаются под яблоней. Don't dig the roots. Don't Не hassle around the нужно ground. корни откапывать и раскапывать все, и брать пробы почвы. Shake the crap out of the tree and get the яблони, apples. чтобы тебе на голову упали яблоки. And that's how you get rich in any business. И так мы продвигаемся в любом бизнесе. Спасибо. Спасибо.